Blu-ray версия любого аниме обычно выходит на дисках после завершения показа сериала по телевизору. Там выше битрейт, исправлены разные ошибки, а еще полностью удалена цензура. Так что давайте посерийно сравним, что же такого поменяли в Blu-ray версии аниме «Реинкарнация безработного» и стало ли лучше. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А начнем мы с нулевой серии. Здесь, в самой первой сцене, когда Ариэль смотрит на звездное небо, в Blu-ray версии принцессу подсветили, чтобы по цветовому пятну сразу было ясно, куда надо смотреть. Следующее изменение — многострадальная сцена падения Сильфи после инцидента с телепортацией Фитоа. Здесь также для улучшения плана передвинули облака, чтобы они были по краям кадра. Дальше снова эта же сцена, но уже момент падения Сильфи на кабана. Как я рассказывал в видео по подсказке справа сверху, конфликт между рядовым аниматором и режиссером эпизода из-за этой сцены затормозил процесс работы над аниме на целых 3 месяца. А все из-за режиссера, настаивавшего на более простом и детском стиле, название которого вы видите на экране, в то время как аниматор под никнеймом Кьюкава выступал за более реалистичный стиль рисовки. Когда конфликт разрешился в пользу аниматора, он еще сверх своей работы нарисовал анимацию лепестков, чтобы ей закрыть уже нарисованный детский стиль. Но если смотреть покадрово, то его все еще было видно в ТВ-версии аниме. Поменяли ли это в Blu-ray? Я очень на это надеялся, но нет. Видимо, решили, что никто этого не заметит. Очень зря. Следующее изменение в серии — это исправление одной глупой ошибки. В сцене, когда брат Ариэль, Грабель, сидит с премьер-министром Дариусом в театре, последний тискает фривольно одетую ассасиншу. И здесь, в ТВ-версии, ее голова зачем-то повернута прямо на зрителя, будто бы Дариус сломал ей шею. В Blu-ray-версии эта голова повернута ровно на Дариуса, как и должно быть. В общем, на Ариэль нападают, а Сильфи показывает, что она может отбиваться от ассасинши. И здесь сразу несколько исправлений. Вот здесь поправили объекты по глубине и перспективе. Это хорошо, это мы одобряем. А вот здесь теперь кровать Ариэль не светится непонятным фиолетовым свечением, что объективно ошибка, допущенная во время работы над телевизионной версией. На этом все, а мы переходим ко второй серии, ведь в первой серии не было никаких серьезных изменений, а вот во второй серии изменений просто гора. В самом начале серии Рудиус совсем сошел с ума и начал хвалить свои ноги. И здесь, в ТВ-версии, персонаж нарисован из рук вон плохо. Вы просто посмотрите на это лицо с разного цвета кривыми глазами. Ну и в целом очень толстые и грязные линии. Сцену явно делали очень в попыхах. В Blu-ray это все поправлено, и Рудиус теперь больше походит на себя самого. Дальше Рудиус приходит в гильдию авантюристов, и здесь приглядитесь к низкому мужчине слева. Белые перчатки, серая куртка. Чуть дальше нам показывают его же, и он уже в черных перчатках, а куртка теперь имеет красноватый оттенок. В Blu-ray поправлено, что объективно хорошо, но теперь бедный паренек страдает косоглазием. А вот у Рудиуса здесь же в ТВ-версии забыли нарисовать нос. Действительно, такая мелочь. Ну и в целом его лицо тоже больше похоже на нормальное. Следующее изменение находится буквально через 20 секунд. Рудиус подходит к стойке регистрации, молится на священный артефакт, и вот здесь из Blu-ray версии аниматоры убрали мужчину, который оперся на стойку. Чем он помешал, понять сложно. Если у вас есть свои предположения, пишите в комментариях, я просто теряюсь в догадках. Еще одна вопиющая халтурность анимации происходит в сцене, когда Рудиус вместе с контрстрелой пошел на задание. Здесь в ТВ-версии просто оборвали анимацию, и Рудиус встал как вкопанный посередине моста на половине шага. При этом звук шагов никуда не девается, и слышно, что он идет вслед за Сарой. Как такое можно пропустить, история умалчивает. В Blu-ray версии недостающую анимацию ног исправили. Проходит немного времени, на группу нападают монстры, и вот в этом моменте перерисовано лицо Рудиуса, потому что в ТВ-версии он снова сам на себя не похож. Такого фейслифтинга у нас еще будет много, так что готовьтесь. В конце концов приходит еще один отряд, это группа Зальдата. Нам показывают, что во время боя он сильно измазывается кровью
кровью монстров. Но вот в этом моменте в ТВ-версии он чудесным образом очистился от большей ее части. В Blu-ray это поправили, и матерый вояка теперь снова по уши в синей крови. В общем, вся группа возвращается в город и начинает отмечать в таверне удачный поход. Сейчас я вам покажу, как выглядит Патрис, воин из контрстрелы. А вот он же, но уже в самой серии. Суровый воин превратился в смазливого молодого красавчика. В Blu-ray ему восстановили лицо, теперь он снова суровый и брутальный. Правда, замена лица и частично брони привела к тому, что... Ну, вы сами видите на экране эту очень грубую склейку. В серии проходит некоторое время, и в здание гильдии заявляется отряд Тимоти с вестью о том, что они потеряли в снегах Сару. Рудиус, конечно же, идет ее спасать, и чтобы легче было идти, развеивает снежную бурю. Ну, то есть, как развеивает? В ТВ-версии он просто снижает бурю до уровня тумана. В Blu-ray версии же он буквально отменяет бурю, так что даже тумана не осталось, как и должно быть по Ранобэ. Рудиус в поисках Сары заходит глубоко в лес и добирается до целой горы трупов, и в этой сцене в Blu-ray версии расцензурили обглоданный скелет безымянного приключенца. Такой шок-контент не пропустили бы на телевизионные экраны, и поэтому была сделана грубая цензура при помощи простого градиента. Ну и в самом конце серии уже в Blu-ray версии допустили ляп. Когда Сара благополучно добирается с Рудиусом до города, она бросается Сюзанне в объятия, а Патрис и Тимоти поворачиваются в ее сторону. В Blu-ray версии же Тимоти тупо стоит и залипает вперед, будто бы ни в чем не бывало. А третья серия начинается с мелкого исправления. И снова у нас попал Патрис, которому в ТВ-версии не нарисовали коричневую перчатку, хотя она надета на руку уже в следующей сцене. В общем, Сара сближается с Рудиусом, они ходят на свидание, а затем происходит то, что пугает любого молодого парня. Сара, считая, что она неинтересна Рудиусу, уходит, и этот момент в ТВ-версии снова грубо зацензурен. В Blu-ray же этого черного треугольника Валевича, понятное дело, нет. Как вот такие кадры пропускать в телевизионный эфир, так нормально. А Рудиуса сбоку показать уже нельзя. И мы переходим к 4 серии. Именно ради этого вы, скорее всего, и кликнули на обложку видео. Да-да, здесь снова расцензуривание ТВ-версии аниме. Ведь в повествование снова врывается эльфийка легкого поведения Элина Лис Драгонроад. Настолько круто врывается, что в ТВ-версии случайно закрыли за ней дверь, хотя буквально пара секунд назад дверей не было. Это исправлено. Она разговаривает с Рудиусом, и через некоторое время Руди во время пробежки видит ее, высунувшуюся наполовину из окна, над которой совершают возвратно-поступательные действия. Следующий план нам показывает уже из-за спины этой развратной эльфийки, и в ТВ-версии единственное, что двигается в этой сцене, это рот Рудиуса. Да, как-то двусмысленно это прозвучало. Так вот, в Blu-ray версии возвратно-поступательные действия расцензурены. Да так, что даже видно половину бицепса того, кто, собственно, их и совершал. Проходит буквально 10 секунд аниме, и нам показывают то, как уже целая толпа зевак смотрит на выдающиеся достоинства этой эльфийки. Но только в Blu-ray эти достоинства еще и покачиваются. Проходит еще 15 секунд, и в ТВ-версии мы снова смотрим на стоп-кадр с Элина Лис, а также на медленный наезд камеры на очень сосредоточенное лицо Рудиуса. В Blu-ray версии же тело Элина Лис не только движется как надо, но и еще теперь абсолютно понятно, что именно делает Рудиус, лежа в своей кровати. В аниме проходит немного времени, Рудиуса доставляют письмо из магической академии Раноа, во сне снова объявляется Хитагами, но кого это волнует? Вас, наверное, больше всего волнует вот этот кадр, который показывают во время эндинга. В Blu-ray версии то, что происходит на заднем плане, естественно, анимировано. Да и, собственно, ее лицо нам показывают тоже анимированным. Что тут скрывать? На фоне всего этого расцензуривания, добавление освещения в этой сцене вместе с утерянными в ТВ-версии перчатками Зальдата никому не интересно. Зато вам, наверное, будет интересно, что это видео мои подписчики на Бусти увидели раньше и без цензуры, которую я должен ставить по правилам Ютуба. Поддержать то, что я делаю, вы можете, перейдя по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. А мы продолжаем. А продолжаем мы с 5 серии, где Рудиус с Элина Лис прибывают в
магическую академию Раноа. И тут стоит сделать отступление в целом про графику. Blu-ray не исправил все то, на что я сетовал в уже упомянутом мной ролике. Кривые улицы, интерьеры, ошибки в планировке комнат — все это осталось ровно таким же, как и было показано по телевизору. Что, в общем-то, обидно, но не удивительно. Ведь над Blu-ray версией фактически работает один человек. Это сам режиссер анимации. Он чисто физически не может поменять весь сериал. Я специально спрашивал об этом Евакои, русскоязычного аниматора, работавшего над многими популярными аниме, Бличом, Магической битвой и в том числе и реинкарнацией Безработного. По подсказке справа сверху можете поглядеть интервью, которое идет аж целый час. Так вот, максимум, что может сделать один человек, это перерисовать некоторые части сцен. И в 5-й серии как раз есть одна такая сцена, нарисованная из рук вон плохо в ТВ-версии. Это сцена выступления принцессы Ариэль перед студентами Академии. Тут вы наглядно можете видеть разницу между плохой работой, сделанной по черновому чарт-дизайну, и ответственно нарисованными персонажами, сделанными по нормальному дизайну. Мои же комментарии излишни. Еще одно изменение — это Люк, который подошел к обедающим Рудиусу и Занобе. В Blu-ray версии его сделали ближе по перспективе, но вот исправить направление взгляда не удосужились. Поэтому он как зазнайка смотрит Рудиусу поверх головы. Такие дела. А мы переходим к 6-й серии. Видос что-то затянулся, так что давайте теперь сделаем спидран. Здесь перерисовали лицо и руку. Вот здесь только лицо. Вот здесь перерисована Сильфи, стоящая спиной к зрителю. И сразу же после этого перерисован разговаривающий с ней Рудиус. А вот здесь я даже не представляю, как можно было нарисовать милое эльфийское ушко вывернутым наизнанку. А здесь перерисованы сразу оба будущих молодожена. А теперь постарайтесь посмотреть Рудиусу в глаза и не заржать. Причем это не я так неудачно выбрал стоп-кадр, это целых 2 секунды статичной анимации. В Blu-ray версии, естественно, это поправили. Серия номер 7. И здесь в Blu-ray снова произошло расцензуривание. Как вы помните, в этой серии происходит месть Ринии и Пурсене за разбитую фигурку Рокси. В сцене, когда Рудиус пытается проверить, реагирует ли его дружок, в ТВ-версии кадр приближен к лицу Ринии, и мы только по звукам можем понять, что там делает Руди. В Blu-ray версии же нам дают посмаковать эту сцену полностью. В любом случае, достаточно глупая цензура. Чуть дальше поправили слишком маленькую, как по стандартам аниме, голову Джули. Ну а дальше у нас снова фейслифтинг Рудиуса. Посмотрите сами. Вот здесь и вот здесь. Учитывая характер ошибок в дизайне и близость сцен, могу предположить, что халтурил в обоих случаях один и тот же аниматор. В 8-й серии изменений не замечено, поэтому перемещаемся к 9-й, где происходит встреча с Нанахоши. После дикой паники Рудиус очухивается на коленях у Сильфи, и в Blu-ray версии ей затемнили очки. Зачем? Я не знаю. Вот здесь исправлен ляп с неправильным положением левой руки Рудиуса. Вот здесь перерисовали лицо. А здесь поменяли освещение сцены в правильную сторону. И здесь тоже. А еще здесь. И вот здесь. На последнем сравнении, кстати, заметно, что свет должен идти из окна слева от Рудиуса. Переходим к 10-й серии. Вот здесь перерисована рука Ринии, где внезапно не было большого пальца. Здесь снова перерисовали Рудиуса, который был сам на себя не похож, как и здесь. Не спрашивайте меня, как можно было такое пропустить в эфир. А это сравнение я оставлю без комментариев. Ну и так как все это было в одном и том же месте в серии, значит, это работа одного конкретного бракодела. Вот здесь заменили огонь в камине. А вот здесь снова фейслифтинг Рудиуса. Серия номер 11. Во время собрания по охмурению Рудиуса поменяли перспективу сразу в 2 сценах, выдвинув стол на середину комнаты. Вот здесь Сильфи обнимает светильник уже в другом месте. А вот здесь обратите внимание на значки Академии, которые в ТВ-версии выглядели как плейсхолдер, который забыли поменять. Вот здесь каким-то
образом в ТВ-версии не была нарисована лямка от рюкзака. И вот здесь, кстати, тоже. 12-я и последняя серия. Руди признал Фитц и Сильфиетту. Они сидят в пещере, и разговор заходит про амулет. Тот самый амулет, который сценой раньше попросту не нарисован на шее Рудиуса в ТВ-версии. Вот в этой сцене на холме заметно, что оба персонажа перерисованы под другой чар-дизайн. Вот здесь совершенно непонятно, почему стена имела другой окрас. А вот тут уже в Blu-ray версии просто проглядели снова заменить плейсхолдер на нормальный герб Академии. И, в общем-то, в этой серии больше ничего нет. Как вы можете заметить, реально плохие по качеству исполнения серии в ТВ-версии были в начале и середине сезона. В конце не стало кривых лиц и персонажей, которые не были похожи сами на себя. В основном в конце сериала были глупые ошибки и недосмотры, которые были поправлены в Blu-ray версии. Но, к сожалению, не все. Что идет в комплекте с дисками? Судя по картинкам, в Blu-ray боксах лежит оригинальный саундтрек, опенинги и эндинги без надписей и буклет, где есть интервью с актерами озвучки и введение в сеттинг. И это все по цене в 30 тысяч йен за 2 бокса, 18 тысяч рублей по текущему курсу. Те, кто это покупают, сумасшедшие люди. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.